Приветствую всех зрителей моего канала. Посмотрите, какой яркий и сочный цветок мы будем сегодня вязать. Он вяжется очень быстро, а выглядит как дорогой декор. Сегодня я пошагово покажу, как создать такую красоту. Итак, берем крючок, у меня 2,5 мм, и акриловую пряжу. Начинаем с центра. Я для центра использую ярко-желтую нить. Набираем петли, начиная с кольца амигуруми. Вяжется оно очень просто. Повторяйте, как на видео. В первом ряду нужно провязать 5 петель без накида и затянуть кольцо. Первый ряд набран, затягиваем кольцо и соединяем в колечко наши петли. Начинаем вязать следующий ряд. Из 5 петелек нужно сделать 10. Для этого в каждую петельку мы провязываем по 2 петли. В третьем ряду нам нужно получить уже 20 петель, поэтому продолжаем прибавлять по одной петельке в каждой следующей петле. Вот третий ряд у меня уже связан, я получила 20 петелек. Теперь для того, чтобы легче было, особенно новичкам, просто поставлю маркеры, чтобы было видно, что каждый лепесток у нас будет располагаться на 4 петлях нашей серединки. А теперь начинаем вязать лепестки. Для этого я добавляю нить. У меня красного цвета. Делайте как на видео. Вот я ее закрепила, и далее провязываю 5 петелек воздушной цепочкой. Цепочка из 5 воздушных петелек готова. Начинаем набирать петли в технике тунисского вязания, провязывая в каждую петельку по одной петле. В итоге должно получиться на крючке 5 петелек воздушных из воздушной цепочки и 1 петелька, набранная с серединки. Начинаем закрывать набранный ряд по одной петле. Начинаем набирать петли следующего ряда. У нас должно оказаться на крючке 7 петелек.
Набираем петли, продевая крючок в перемычку, как на видео делаете. Седьмую петельку провязываем из серединки. Закрываем петли. В третьем ряду у нас должно оказаться 8 петель на крючке. Закрываем их также по одной петле. Со следующего ряда будем убавлять по одной петле. Сначала наберем по одной петельке, провязав. У нас в результате получится 8 петель. Итак, вот 8-я петелька набрана, и теперь будем закрывать петли. Только сначала закроем 2 петли одновременно, и итого у нас остается 7 петель на крючке. Далее мы закрываем по одной петле до конца ряда. Следующий ряд мы тоже должны убавить на одну петлю. Если вам нравится этот урок, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео.
Лепесток готов, и теперь заключительный ряд провяжем столбиками без накида. Лепесток готов, и будем приступать сейчас к вязанию следующего лепестка. Вот такой объемненький он получился. Чем сильнее затянуть обвязочный ряд, тем более выпуклый получится цветок. Опять набираем 5 петелек воздушных и начинаем вязать следующий лепесток аналогичным образом. Я сейчас свяжу пару рядов, а дальше можете вязать самостоятельно. Ничего сложного в этом нету. Ориентируйтесь на видео. Если нужно, перематывайте, просматривайте. Ну вот, 2 ряда готово следующего лепестка, а дальше продолжать можете самостоятельно, провязывая каждый лепесток в промежутке, который обозначен маркерами. Встречаемся с вами после того, как свяжете 5-й лепесток. Так, цветок уже готов, он получился достаточно объемненький. Лепестки можно выворачивать как наружу, так и внутрь. Вот изнанка. Теперь нужно удалить маркеры и заправить нити, которые у нас образовались при вязании. Вот такой миленький контрастный цветочек получился. Объемчик придает тунисское вязание. Сочетание обычных столбиков серединки тунисского вязания очень хорошо подходит для вязания декоративных вещей. Точки, выполненные в такой технике, очень хорошо дополнят детские повязки на голову, или уютный плед, или кардиган. На этом я заканчиваю мой урок. До новых встреч!